Итак, всем привет! В этом видео мы разберем сборочку 25163. Я понимаю, она уже устаревшая, есть новее, мы сняли видео по 4 сборкам. Что же нового было в сборке 25163? Первое — это переполнение панели задач. Microsoft вновь представляет переполнение панели задач с новым дизайном для Windows 11. Эта панель задач была тщательно продумана, чтобы обеспечить более продуктивное переключение и запуск в условиях ограниченного пространства. Панель задач будет автоматически переходить в новое состояние переполнения, когда она достигнет максимальной емкости. В этом состоянии панель задач предлагает точку входа в меню переполнения, которая позволяет просматривать все переполненные приложения в одном пространстве. Улучшение функции общего доступа. Обнаружение устройств в ближайшем общем доступе при совместном использовании локального файла с рабочего стола. То есть это похоже, что-то похожее на AirPlay у Apple. То есть можно передавать файлы локально с устройства на устройство. Также общий доступ к локальным файлам в OneDrive. То есть можно поделиться еще в OneDrive, либо отправить по почте. Исправленные проблемы. Проводник Windows. Исправлен сбой при перетаскивании вкладок. Выполнена работа по устранению утечки памяти при использовании вкладок в проводнике Windows. Исправлена проблема, из-за которой эскиз предварительного просмотра проводника Windows на панели задач при нажатии Alt-Tab в просмотре задач мог показывать заголовок соседней вкладки, а не выбранной в данный момент. Съемные диски больше не должны неожиданно отображаться в отдельном разделе на панели навигации, который разбивал раздел с этот компьютер и сеть. Это не весь перечень изменений в проводнике исправленных проблем. Microsoft идет в правильном направлении. Панель задач. Исправлена редкая ошибка проводника, которая могла произойти во время вызова в Microsoft Teams, связанная с общим доступом к окнам с панели задач. Изменения в параметрах. Внесено изменение, помогающее устранить проблему, при которой при использовании Windows Spotlight на рабочем столе фон становился однотонным. Улучшена подложка вокруг кнопки удаления при использовании приложения «Установленное приложение» в режиме просмотра, представления сетки. Исправлена пара проблем, которые могли привести к сбою быстрых параметров при запуске. Ввод. Исправлена проблема, приводившая к зависанию некоторых приложений после действия копирования, если были включены предлагаемые действия. Исправлена неисправность, влияющая на надежность предлагаемых действий. Если видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями. До новых встреч в новых видео. Всем пока!